Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня мы по-новому взглянем на номинацию «Поддержка недели». В очередной раз почувствуем всю толщину брони Т-95 и узнаем, как взвод из 3 танков может тащить. Кстати, не забывайте, что в эти выходные все еще действует акция X2 за каждый бой. Последний шанс получить удвоенный опыт даже за поражение. Не пропустите. Ну и хватит прелюдий. Переходим к разогреву. Начнем разогреваться на скрытой деревне. Из-4 решил прогуляться. А что? Красиво тут, живописно и пострелять можно. Ну вот, Т-62А решил испортить все веселье. Детский восторг от карусели давно уже перерос во взрослый гнев. Хорошо, хоть союзный фош подоспел. Выстрел... тактика бей своих, чтоб чужие боялись. Еще и башню кританул. Молодец. Фош продолжает безумствовать и после выстрела по противнику просто уезжает. Ладно, мы не осуждаем, но я бы прикрывать свой тыл нашему лазурному французу не доверил. А Т-62А все равно убили. Стрелять надо лучше. Едем дальше. Продолжаем разогрев на карте Редшир. Т-49 весь бой раскладывает соперников на болтики и шурупчики, винтики и детальки, на железки и железяки. Короче, набил аж 8 фрагов. Добиваем неприятельского тяжа на нашей базе и резко двигаем вперед. Остались лишь 2 арты, и они-то уж точно не соперники. Врываемся как в магазин за 5 минут до закрытия и... Ах да, забыл сказать, снаряды-то кончились. А вы мне поверили, что он разберет всех. Тролль Кириллка, ха-ха-ха. Закончим наш разогрев на Химках. Ближе к концу боя у нас начинается настоящая дуэль. ИСУ-152 и Т-54 быстренько доводят друг друга до ваншотного состояния, а потом у экипажа Т-54 случается переселение душ. Именно, душа, разум и умения наводчика этого бравого таракана отправляются в астрал, а его бренное тело занимает очень опытный и меткий 5-месячный детеныш выхухоля. Таракан стреляет куда угодно, только не по ИСУ. И как легко догадаться, результата это не приносит. Кто бы мог подумать? Ну да ладно, бывает, чего уж там. На этом разогрев окончен, переходим к номинациям. Звание защитника этой недели уходит игроку с ником Тонисенг на 704-м объекте. Закинула нашего героя в бой к десяткам, и сначала он по мере сил воюет вместе со всей командой, но особой значимости для боя его действия не несут. Ситуация кардинально меняется, когда при счете 6-10 начинается захват. Все оставшиеся союзники решают ехать на вражескую базу, и лишь наша ПТХ отправляется оборонять свои владения. Сбитие проходит удачно, Фош получает по самые помидоры, а сокомандники уже начинают параллельный захват. Следующее действие – это немного проатаковать снег и воздух. Конечно, забавно, но нет времени развлекаться. Зеленая полоска вновь далеко позади. Выкатываемся и сбиваем захват на 97%, попутно отправляя Фоша в ангар. На мгновение все становится хорошо, но враги все-таки убивают союзников на чужой базе, и есть резкая необходимость разобраться с еще одним захватчиком. ВЗ-120 оказался не такой легкой мишенью для объекта, но вот союзный Леопард смог ненадолго выключить сирену. Без промедления идем в атаку на китайца и в 2 выстрела убиваем его. Хорошо, даже подозрительно хорошо. Счет 13-12, и у нас отличные шансы на победу. Но не проходит и минуты, счет уже 13-14. Можно позабыть об отличных шансах. Не надо быть вангой, чтобы понять, что враги двинут на захват. Потому надо подготовиться. Едем на позицию и ждем. А вот и сирена. Осторожный подсвет Е-100, и экипаж немца уже выколупывает снаряд из многотонной машины. Небольшая перестрелка, и вот разъяренный тяж бросает круг и направляется к нам. Спускаемся с пригорка и выколачиваем из Е-100 еще урона. Перезарядка, сотка неаккуратно высовывается, и это становится ее последним неудачным действием в этом бою. Остался борщ. Без намека на испуг и игнорируя свое ваншотное состояние, наш герой бросается на кулинарное творение немецких инженеров. Бедняга так перепугался, что несколько раз съезжал с захвата. Самое время предпринять карательные меры. Фугасы заряжены, его уже ничего не спасет. Выстрел номер 1 не на шутку калечит борща, а дерзкий снос дома и выстрел номер 2 ставят жирную точку на этой истории одного защитника. Защитника этой недели. Поздравляем! Поддержкой этой недели становится игрок с ником Commander DL на елке. Я знаю, что все привыкли к тому, что поддержка — это самая обидная номинация, что воровство фрагов и так далее и тому подобное, и еще много бла-бла. Но этот парень заслужил звание поддержки совсем по другим причинам. Начнем с того, что нашего героя закинуло во встречный бой на мураванку к 9 уровням.
В начале боя француз едет аккуратно подсвечивать базу. Вроде бы. А на самом деле начинает совсем не по своему уровню атаковать сначала Т-29, а затем и Т-34-1. Счет 5-5. Прошло 4 минуты боя, а наш герой все еще жив. Думаю, мало кто ожидал от него хотя бы этого. Но дальше больше. Соперники прорывают первую линию, и только наш маленький герой способен остановить натиск неприятельских машин. Немного катаний взад-вперед и едем помогать прототипу на захвате. ФВ-207 нас особо напугать не может, а вот Т-30 легко. Благо наш товарищ разобрался с агрессором. Ваффентрагер АУФ ПЗ-4 убивает союзного Е-75, но вскоре и сам отправляется в ангар. Продолжать бой во что бы то ни стало. Вот девиз нашего храброго малыша. Арта забирает последнего союзника, и француз остается один. Совсем один против 3 арт и 8-го ИСа. Быстро забираем ФВ-207 и тут же получаем от ГВ-Тигра П. Фух, не смертельно. По наводке союзников обнаруживаем одну из оставшихся арт и уничтожаем ее. И тут же второй ГВ-Тигр. И тебя на покой. Самое сложное. ИС-8. Едем туда, где видели мерзавца в последний раз, и он стоит все на том же месте. Ох, подарок, то, что наш герой по-настоящему заслужил. Маленький танк, который мог рассчитывать лишь на второстепенную роль поддержки в этом бою, в итоге наколотил 6 фрагов, нанес почти 4500 урона, больше, кстати, только у вражеского Ваффентрагера, и просто затащил бой. Именно за это мы и решили наградить его званием поддержки этой недели. Золото и специальная медаль прилагаются. А для зрителей у меня вопрос. Как вам новый формат поддержки? Оставляйте свои отзывы в комментариях. Воином этой недели становится игрок с ником... Ох ты ж ё. Аюкабд 51 на комете. Штурм на линии Зигфрида часто похож на осаду крепости. Именно поэтому наш герой с самого начала боя отправляется прикрывать фланг. И что достаточно печально, делает это практически в одиночку. Засветив несколько врагов, британец начинает нещадно раздавать урон всем неприятельским машинам. Союзники как бы и помогают, а как бы и не очень. Отбить фланг все же получается, соперники тут закончились, а это значит, что пора менять приоритеты. По пути в город забираем французского ПТ и замечаем, что счет команды — это на самом деле просто количество фрагов нашего британца. Ладно, не стоит грустить. Тем более, когда Блэк Принц вовсю прессует союзного КВ-2. Серию выстрелов по принцу прерывает наглая елка, но ненадолго. Приковываем все внимание чернявенького к себе и вроде бы спасаем КВ-2, но арта не дремлет. Несколько выстрелов и пожар все-таки отправляют тяжи на традиционный 5 o'clock T. А наш герой, хоть и изрядно помятый артиллерией, продолжает свое шествие. 7 врагов и лишь один союзник, пора тащить. Захват базы рассказывает нам, где находится как минимум один враг. АМХ-12Т уничтожен, и это сделала союзная арта. Круто, ты тоже полезен, друг. Су-100М1 пытается закончить геройское похождение нашего космического чуда, но тщетно. Маневр британца и лишь сбитая гусеница. Это не страшно. 3 выстрела в ответ, вот что страшно. Продвинуться далеко не получается, Як ПЗ-4 выскакивает на наших 2 Рэмбо, но вся его фуловость вмиг улетучивается. Юбилейный, 10-й фраг. Летим в обход в надежде найти оставшихся врагов, но в это время враги сами себя обнаруживают. Сначала дуэль 2 ФВ-304 заканчивается в пользу зеленых, а затем и вовсе начинается очередной захват базы. Возвращаться сейчас было бы ошибкой. Обнаруживаем Лору и АМХ-13Ф3 и в стиле самых крутых боевиков обстреливаем их на ходу. Союзник легко добивает вражеского штуга, а мы празднуем совсем нелегкую победу. Комет и ФВшка на двоих разломали всех врагов. 3 фрага у арты – хороший показатель, а 12 у нашего героя – это воин. Воин этой недели. Так держать. Звание «Стальной стены» уходит игроку с ником Иван2001 на Т-95. Совсем недавно у нас уже была черепаха в этой номинации, и там, если вы помните, тактика была... Не было там тактики. Здесь же все иначе. Карта Эрленберг, режим штурм. Наш твердолобый американец попал в топ и должен помочь команде успешно отбиться любой ценой. Правда, сначала, конечно, нужно доползти до нужной позиции. Есть! Самое сложное позади. Дальше все просто. Пританцовываем и начинаем впитывать урон. Рикошеты чередуются со сбитием гусеницы, а ПТ откусывает куски от всех, кто посмел попасть в засвет.
Не попавшие в засвет тоже активно пытаются разобрать американца, но все это как попытки объяснить жене, почему летняя резина важнее, чем новый холодильник со встроенным телевизором. Т-95 буквально шагает по трупам. Ничего не сможет помешать нашему Супер Марио добраться до замка. И даже принцесса там ждет. Вражеская арта в отчаянии приехала лично разобраться, но лишь стала завершающим мазком на невозмутимо непробиваемой картине боя. Время кончилось, а панцирный монстр успел наколотить 8 фрагов, получить 93 попадания и впитать почти 24 тысячи потенциального урона. Отличный бой и отличная игра. Вполне заслуживает звания стальной стены этой недели. Поздравляем! Звание лучшего реплея недели достается не конкретному игроку, а целому взводу. Именно Е50М, Фош-155 и Объект 268. Вот наши главные действующие лица. Наши герои с самого начала боя отправляются ближе к площади. Поддерживать союзников — это дело хорошее. Вот только когда Фош забирает первого врага, счет становится лишь 1-6. Продолжается все примерно по такому же сценарию. Взвод воюет, союзники сливаются. Все по плану. Радужные перемены приходят вместе со смертью последнего союзника. Звучит странно, но это так. И все равно, что счет 5-12. Погоня за фрагами началась. Снаряд, пущенный Фошем, находит пристанище в Т-34, а смерть Т-34 находит в таране бравого француза. 3 убийства на счету 155-го, и союзники даже не думают отставать. Начался захват, а врагов еще хоть кормой ешь. Немец и Объект по очереди разбираются сразу с 4 союзниками. Е-50М, ИС-7, Батшат и ИС-3. Как вам такая гонка, а? Сирена продолжает завывать, и наши герои решают окружить неприятелей. 268 и Е-50М отправляются ближе к базе по второй линии, в то время как Фош двигает по банану. Советская ПТ тут же забирает АТ-15 и своими активно устрашающими действиями заставляет выкатиться вражеского Е-50 под Фоша. Ну вот теперь все честно. 3-3, и у всех наших героев по 4 фрага. Первым приезжает на базу Е-50М и поджигает АМХ-1375. Наши 3 богатыря без труда забирают Индиана, и это практически все. Осталась лишь одна артиллерия. В поисках врага Е-50 вновь оказывается первым, но воина ему взять не суждено. 212А все-таки забирает немца. Ложка дегтя? Не думаю. Фош легко отправляет САУ в ангар и тем самым делает цифры напротив имен наших героев равными. По 5 фрагов на брата. И кому нужен этот воин? Взвод убил всех врагов и в очередной раз показал, что главное — это единство. Именно за это мы и награждаем всех 3 золотом, специальной медалью и званием лучшего реплея этой недели. Поздравляем! Ну и на этом у меня все. Ссылка, как попасть в ЛРН, сейчас на экране. И надеюсь, вы уже посмотрели серию исторических роликов с ветеранами. Если нет, то обязательно гляньте. А еще у нас скоро выходит документальный фильм «Танки пахнут болотом», и вы уже можете посмотреть трейлер к нему. Ну вот теперь у меня точно все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. А с вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока. Here we go now.